Всем привет! Сегодня поговорим про перековку и переплавку в игре Tales of Wind. Итак, во-первых, первое, что вам нужно знать, это то, что вам придется ловить Gold Stat вообще на каждой шмотке, даже если он так себе, его все равно придется ловить, потому что вот здесь, чтобы на третьей странице открывать новые слоты для карт поддержки, вам нужны Gold статы. Вот, например, 4 я уже открыл, потому что у меня есть 8 Gold статов. Чтобы открыть больше, мне нужно 10 Gold статов и так далее. Дальше, по поводу приоритетов. Смотрим, перековка. На пухе мы в приоритете ловим шанс крита, потому что это все слишком ситуативно для PvP только. А шанс крита везде нам поможет, поэтому здесь мы в приоритете ловим шанс крита. В переплавке в оружии у нас есть пролом и урон трансформации. Пролом это только PvP тема, поэтому если вы PvP-шник, то можете, конечно, пролом словить. Но урон трансформации будет полезнее в PvE 100%. Особенно если вы будете играть магом, то это тем более даст вам урона. По поводу фиолетовых статов, тут либо атака против боссов. Также неплохо зайдет сила, потому что сила это по сути уровень X. Дальше смотрим броня. Броня у нас есть здесь сопротивление криту и больше ничего нет, поэтому ловим просто сопротивление криту. Если бы не нужно было для третьей страницы ловить голд статы, я бы вообще не ловил голд стат, потому что сопрот криту useless мусор, но игра просто не оставляет выбора, приходится брать его. По поводу переплавки, здесь у нас есть на выбор получаемое лечение, восстановление АЗ в трансформации и сила лечения. В принципе, здесь все мусор, если вы не хил. Для хила сила лечения неплохо, но для ДД здесь все мусор. И на броне я бы вообще ловил стат в самую последнюю очередь с помощью переплавки. Дальше. Пояс. Смотрим в перековке, у нас есть ОЗ стража и шанс уклонения. ОЗ стража это мусор, поэтому пытаемся словить шанс уклонения. Он когда-то может хоть немного вам поможет. Но в целом тоже такое себе, просто чтобы был голд стат. В переплавке у нас тут есть стат поинтереснее, у нас есть тяжелый. Это по сути снижение урона в процентах по вам. То есть 25 тяжелого это вы будете получать на 2,5% урона меньше. Ну то есть в принципе довольно полезный стат, поэтому в переплавке на поясе пытаемся словить тяжелый. Итак, дальше у нас идет талисман. Смотрим, в перековке у нас есть показатель кражи жизни и снижение крит урона. Показатель кражи жизни в этой игре работает просто никчемно, поэтому, честно говоря, ловить я бы его не стал вообще. Снижение крит урона хотя бы в PvP какой-то плюс даст. В PvE, конечно, бесполезно, но в PvP какой-то плюс даст, поэтому я бы советовал снижение крит урона, а там смотрите сами. Дальше, в переплавке здесь у нас есть на выбор статы для PvP, либо принуждение. Вот принуждение, если вы на ДД классе, мы должны вообще ролить в приоритете в первую очередь. Это, по сути, повышение урона в процентах, когда вы находитесь на маунте, либо в трансформациях. Короче, просто повышение урона. 25 принуждения, это 2,5% урона будет добавлять вам. Поэтому я вот на талисмане вообще в первую очередь хочу словить себе голд стат в переплавке. Итак, идем дальше. Перчатки. Вот в перчатке здесь ситуация более затратная, потому что здесь урон боссу и игнор защиты. Две очень хороших статы, поэтому нам нужно словить их обе. То есть вам придется закреплять в идеале урон боссу и пытаться ловить игнор защиты. Урон боссу почему? Потому что 5% максималка на очень долгое время, где-то до 120 плюс уровней. Поэтому лучше его закрепить в первую очередь, а потом уже ловить игнор защиты, потому что максималка на игнор защиты будет повышаться очень часто. Так, значит, ловим здесь две статы. Идем в переплавку. В переплавке мы видим повышение урона скакуна PvP и пронзание. На данный момент пронзание в PvE ничего не дает. PvP дает плюс, но если уже говорить про PvP, то повышение урона скакуна PvP для PvP будет сильнее, чем 25 пронзания. Поэтому я бы в приоритете, если бы брал для PvP, то выбрал бы повышение урона скакуна PvP. В будущем в лейтгейме пронзание будет также иметь смысл для PvE, но это еще совсем не скоро. По поводу фиолетовых статов, здесь опять же, как обычно, либо атака, либо сила.
Дальше идем штаны. Так, смотрим перековка. Здесь у нас есть либо атака стража, либо крит урон. Атака стража мусор, крит урон имба. Поэтому очевидно ловим крит урон. Желательно 9-10% словить, потому что крит урон тоже максималка на долгое время будет 10%, аж до 120 плюс уровней. Итак, после того, как словили крит урон, в переплавке мы смотрим. У нас есть либо упорство, либо бонус КЗ боевого скакуна. В принципе, обе статы хорошие, здесь какая вам упадет, такую я бы и оставил, потому что упорство будет полезное и в PvP, и в PvE, что бонус КЗ боевого скакуна будет тоже полезно и в PvP, и в PvE, в том числе потому что Кирин стакает щит в зависимости от хп вашего боевого скакуна. То есть чем больше хп, тем больше щит он будет стакать. Так, ну и последняя шмотка у нас остается, это ботинки. Итак, перековка. Здесь у нас на выбор есть либо точность, либо сопротивление дебафам. Сопротивление дебафам мусорный стат, можете забить на него болт, а вот точность довольно полезный стат. Особенно я замечал на АПа 8 и выше бывали evasion у боссов, то есть уклонения, которые, когда я поставил гоблинов Т5, их стало значительно меньше, потому что они дают точность. Так что точность, помимо того, что она супер полезная в PvP, на хай-контенте она полезная также и в PvE. Поэтому здесь определенно я бы выбрал точность. В переплавке у нас есть на выбор либо несгибаемость, либо снижение урона при блоке. Ну, что то так себе. Несгибаемость только для PvP имеет смысл. Блока у нас вообще нету. Поэтому, в принципе, здесь что упадет, то можно оставить. Но опять же, ловить голд стат здесь только в последнюю очередь. Но зато, кстати, здесь есть довольно полезный фиолетовый стат. Бонус опыта пробуждения. То есть с Глори вы можете лутать больше опыта пробуждения. Вот этот бонус я бы советовал рассмотреть. Если вы хотите быстрее качнуть таланты пробуждения, то можете его взять. Если в плане дамага, то, как обычно, просто берем силу и не паримся. На этом все. Если этот ролик был для вас полезным, ставьте лайки, все дела. Увидимся в следующем видео.